Всем привет! Давайте разберем, как включить Secure Boot на компьютере с Windows 10 и Windows 11 через BIOS или UEFI. Разберем, что это такое и все нюансы с данным параметром. Смотрите, Secure Boot– это такая функция, микропрограмма, которая проверяет подлинность операционной системы при загрузке. Если подлинность цифровая подписана, то загрузка идет нормально, стабильно на рабочий стол. Если же нет, то будут различные ошибки и высот синей экраны. Значит, некоторые игры в последнее время, особенно Windows 11 и 10, нужна включенная функция, параметр Secure Boot, безопасная загрузка. То есть это такие игры, как Valorant, Fortnite, платформа Faceit, значит, там, где есть системы античита Vanguard, Easy античит игры от Riot Games и все такое. Все они будут требовать наличия включенной Secure Boot функции в BIOS. Значит, что вы должны знать? Значит, функция Secure Boot доступна только в режиме UEFI и только для GPT дисков. То есть, смотрите, первым делом проверяем разметку диска, переходим в управление дисками и смотрим, как размечен диск. Например, я покажу пример. Вот нажимаем диск базовый, у меня где Windows установлено. Диск 0, выбираем свойства и смотрим политика, тома, вкладка и смотрим таблица с GUID разделов. Значит, это значит GPT разметка. Сейчас посмотрю, есть ли у меня MBR. Так, это тоже GPT. Так. Тома. У меня все диски GPT. Если у вас какой-то диск будет не GUID, вот там будет написано разметка MBR. В данном случае можно конвертировать, если у вас будет диск MBR системный, где установлен Windows, его можно конвертировать из MBR в GPT без потери данных. Ссылку оставлю в описании под видео. Тут убедились. Вторым делом убеждаемся в включенного состояния безопасной загрузки. Нажимаем сочетание кнопок Windows R, пишем MS Info 32, нажимаем ОК. Далее, значит, ищем состояние безопасной загрузки. У меня отключено. Вы также можете посмотреть у себя, если у вас включено или отключено. Но у меня вроде включено, я не знаю, почему отключено пишет. Но ладно, потом разберусь. Значит, удостоверились. Смотрите, второй нюанс. Значит, для большинства BIOS заходим в BIOS. Те опытные, которые заходят в BIOS при компьютере загрузки, нажимают F. Вот вы включили компьютер и ноутбук на кнопку физическую и сразу жмите кнопку Delete на клавиатуре непрерывно множество раз, пока не попадете в BIOS. Кроме этого, в BIOS можно попасть с рабочего стола, нажать спуск, зажмите левый Shift на клавиатуре, нажмите выключение и перезагрузка и держите Shift. Далее вы попадете в дополнительные параметры, где нажмите поиск устранения неисправностей, дополнительные параметры и параметры встроенного ПО UEFI. И тогда вы окажетесь в BIOS. В BIOS для большинства BIOS, объясняю, Security Boot находится во вкладке Security или Boot. Значит, переходим в данном случае, находится во вкладке Boot. Разберем для всяких BIOS, MSI, ASRock, Intel и все остальные. Я показываю пример для большинства BIOS, и сейчас разберем, как правильно включить. Значит, смотрите, если у вас стоит Legais, а это значит, если вы используете Legais, значит у вас MBR, то вы должны сначала конвертировать диск в GPT, что я показывал до этого. Перейдете по ссылке в описании. Далее вы включаете вот Security Boot в режим Enable. Включено. После этого выбираете Boot List Options, да, выбираете не Legais, а UEFI. И только тогда будет Security Boot работать. Следующий BIOS это Asus. Аналогично переходим в BIOS, опять же вкладка Boot, Security Boot, далее будет опция и далее тип загрузки. Есть вот другие ось и Windows UEFI мода. Значит, включаете Windows UEFI мода и Security Boot State включаете в режим Enabled, включено. Смотрите, в современных UEFI BIOS также нужно очищать ключи. То есть заходите в Key Manager и сброс там ключей по умолчанию, если у вас будет ошибка при сохранении
при сохранении параметров BIOS. То есть все выставили, нажимаете F10 и загружаетесь на рабочий стол. Значит, смотрите, BIOS, что это, Asus, это мой BIOS Asus. Значит, смотрите, также переходите во вкладку Boot, тут уже на русском другие ось, режим Windows UEFI и состояние безопасной загрузки включено. Значит, также не загружено, вот ключи выбираете, если что, управление ключами, там тоже все сбрасываете, и тогда будет безопасная загрузка сохраняться. F10 всегда сохраняется в BIOS параметры. Нажимаете F9, нажимаете Exit, он сохраняет, выходит и загружается на рабочий стол. Значит, вот еще один BIOS, такой же, вот смотрите, здесь нужно нажать, вот мы зашли во вкладку, где Security Boot Mode, да, стоит Custom, выбираем, вот, как я и говорил, REST Refactory Case, ключи, также это может быть в Key Manager посмотреть, и далее Security Boot можно будет включить. Включаем. Значит, смотрите, следующий BIOS, да, у меня ссылка оставлю на текстовую инструкцию на сайте, тут подробно как включить и что делать. Смотрите, Asus, значит, во вкладке Boot, Security Boot нажимаем и там уже определяем включение данную функцию в Enabled. Значит, BIOS срок, как включить Security Boot. Во сроке тут уже во вкладке, вот тут будет картинка не вместилась, вот тут справа будет Security параметр, нажимаем, далее выбираем Secure Boot и включаем, отключаем вот данную функцию. Значит, Acer. Переходим в Security Boot, во вкладку Boot и включаем, значит, Security Boot Enabled, Boot мода, то есть режим загрузки, естественно, UEFI. Значит, Lenovo точно так же заходим в Security Boot, вкладка Security, смотрите, и здесь включаем. Также с ключами определяемся, значит, в Enable Gigabyte. Значит, также Security Boot, здесь вкладка BIOS Features, Security Boot, Enabled стандарт. Значит, Intel. В Intel, если у вас нету BIOS, вы можете зайти просто в Google картинки, Яндекс картинки и написать, как включить Security Boot на Intel, если ноутбук Intel, Lenovo, MCI, или если у вас там Asus, ну, по материнской плате определяетесь и включаете. Значит, вот как еще вот в MCI. Также переходим в Security вкладку, нажимаем графу. Справа здесь тоже будет Security, потом Security Boot и включаем. Значит, ссылку поставлю на текстовый сайт. Не забываем нажимать F10, чтобы это сохранить. И помнить, что Security Boot, он доступен только с загрузкой режим UEFI. То есть у вас, чтобы был UEFI, нужен диск разметкой GPT, то есть таблица разделов GUI. Все, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.